бы объективно, Facebook и Google — это лучшая компания для программистов, которые могут быть. Я работаю из дома 4 дня из 5. Про психоделики. Попробовать должен каждый. Ура, ура. Я обиделась. Я не встречал пока бородатых девушек. Я не знаю, каково им целовать меня. А теперь я знаю. Да. Это видео мы писали до пандемии. И, честно говоря, я сам с большим интересом смотрел смонтированный Расулом выпуск. Смотрел и вспоминал, как было до. Тогда мы не соблюдали социальную дистанцию, ходили на ивенты и стояли в пробках. На днях у Дудя вышло видео про Кремниевую долину. 3 часа плотной, качественной информации пролетает незаметно во время просмотра. Дудь большой красавчик. Он сумел круто показать, рассказать на пальцах то, как работает Кремниевая долина. Сделал ее более понятной для широкой аудитории. Уважаю таких людей, которые с высоким профессионализмом, перфекционизмом делают свое дело. Я был рад увидеть в этом выпуске героев наших видео на нашем канале. Андрей Дороничев, местная легенда с очень интересной, живой историей. Когда мы только прилетели в долину, я не раз слышал про него от разных знакомых. Он действительно то, о ком многие здесь говорят. И я даже не представлял, насколько он действительно открыт и по-настоящему добр. Да, он называет себя в Инстаграме добрый, и вот он действительно добрый. А ему написала моя жена, и мы несколько раз встречались у него дома. Он нас очень тепло встретил, а ребята, которые были с нами в нашей программе, сказали, что те вот посиделки у костра в добром доме запомнились им больше всего. Я очень рад, что он смог рассказать свою историю такому большому количеству зрителей, потому что считаю, что она действительно мотивирует, заставляет брать на себя больше ответственности, не искать виноватых, а делать действительно крутые и решительные поступки. Его миграция по разным странам с семьей вызывает глубокое уважение. Поверьте, я пережил всего лишь один переезд в другую страну и понимаю, насколько это непросто. С Николаем Давыдовым меня познакомила Наташа Черкашина. Мы вместе с ней ходили к нему в гости писать интервью о воспитании детей. Он действительно талант, который еще покажет миру свои масштабные проекты. Смотрите выпуск Дудя, если еще этого не сделали. А если уже посмотрели, то смотрите видео на нашем канале с участием Николая Давыдова, Андрея Дороничева и других интересных персонажей Кремниевой долины. Ссылки мы оставим в описании. Всем привет! Вы на канале Malik Trip, с вами Руслан Гафаров. Здесь мы говорим про венчурные инвестиции, про то, как развиваются стартапы в Кремниевой долине и про работу самых эффективных корпораций. Со мной Вова, он работает в Google, и мы будем сегодня говорить о том, кто работает в Google. Мы поговорим немножко про Вову, он расскажет свою историю. Немножко поговорим про его опыт с психоделиками, с Burning Man и о том, как он целовался с геем, короче. Короче, много всего интересного, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и за лучший вопрос Вове дарим книгу. Ребят, мы сейчас в Фостер-Сити. Прямо сейчас мы вместе с вами садимся в нашу машину. Фургон мы уже прицепили. И поедем вместе на Пизма-Бич, чтобы завтра, может быть, там покататься на мотоциклах или на квадроциклах. Очень интересная локация. Там единственное место, которое я знаю здесь в Калифорнии, где можно прямо на машине выезжать на оффроуд, прямо на берег, вдоль океана ехать прямо по берегу на машинах. Там же можно ставить трейлеры, без каких-то там кемпинг-площадок специальных, оборудованных там и так далее. И наши ребята знакомые там делают тусовку. Там будет дискотека сегодня какая-то, у них там тусовка будет, что-то будет у них тоже завтра. Вот, и наша задача сегодня с вами вместе добраться туда, вот, пережить эти 2 дня и вернуться в понедельник обратно. Сегодня у нас суббота, так что вот прямо сейчас здесь мы все это начинаем. Мы уже прицепили, машину завели. В одном из этих вот, апартаментов как раз я живу. Вот, оставили только что Алину за Арину дома. Они нам пожелали удачи, и вот мы сейчас садимся, едем, короче. Так что поехали вместе с нами, посмотрим, как это вообще там все устроено. Сейчас мы, короче, сами разберемся, сколько туда ехать. Так, вот они, смотрите, прислали, как там стоит. У них уже дома, квадроцикл, он там все дела. Показывает 3,5 часа, но он просто не знает, что мы с фургоном едем. Вот пишет, что будем 10:30 вечера. Но я думаю, что мы будем, 12, наверное, с запасом, потому что мы сейчас будем ехать с фургоном. Мы можем ехать только по правой полосе. У нас скорость максимальная 55 миль в час. Соответственно, у нас есть определенные ограничения. Вот. Посмотрим, что у нас получится.
в районе 15-14 миль на галлон. Это если в литрах на 100 километров, то получается где-то с фургоном у меня примерно 18 литров расход, без фургона около 12, наверное. Вот, примерно такая разница. В принципе, как бы очень такое, как бы, ну, хороший расход, нормально. Я доволен Хондой. Классная машина. Я люблю пить водичку. Почему-то я в последнее время воду предпочитаю больше, чем сок. На утро здесь особо ничего не возьмешь, я не вижу. Поэтому утром будем думать, что будем есть. Что для тебя математика сегодня? Я просто вот, я просто вам, ребят, еще немножко такое дополнение дам. Когда обыкновенным людям нечего делать, они открывают Инстаграм, Фейсбук. В это время обычно Вова считает задачи. Вот реально, у него есть разные приложения. И я когда вижу, что он там с телефоном делает, кто-то чатится, да, там, кто-то инстаграмится. А Вова просто в свободное время, он просто считает разные задачки. Смотри, что для тебя математика? Не сделай только из меня Супермена, а то люди будут пугаться. Ну окей. В этом есть часть правды. Иногда я люблю решать задачки, которые на логику. Всякие там пазлы или там теория. Расскажи, что для тебя математика вот в твоей жизни вообще? Потому что ты классно раскладываешь, ты даже разложил там, ну, какие-то психологические аспекты через математику, через роли. Ну, то есть мы сегодня, может быть, тоже, если будет время, об этом тоже поговорим. Но мне вот интересно, что для тебя математика, для такого человека, как ты? Что это? Костяк мировоззрения. Смотри, давай так, разделим математику на хорошее понимание школьной и на университетскую, которая ультраспециализированная. Ультраспециализированная объективно мне не надо в жизни сейчас. Она мне, может, было бы надо, если бы я писал само машинное обучение, само ядро, но я этим не занимаюсь, поэтому мне, в принципе, хватает алгебры, тоже школьной программы. А чем мне математика помогла, это понятие, например, что такое доказательство. Что у тебя есть, например, четкая задача, и она либо доказана, либо не доказана. Ты не можешь ее решить наполовину. И у тебя появляется четкое понимание, что такое правда, что такое истина, что такие логические цепочки. И оно просто позволяет быть лучше скептиком и лучше раскладывать знания мира на полочки. Но в олимпиадах я участвовал с 7 класса по 11 в школе, в универе я уже подзабросил. В университете я открыл для себя доту и свободную жизнь, и олимпиады у меня закончились. Как я попал на Facebook, Facebook проводил олимпиаду под названием Hacker Cup. У больших компаний, вроде Гугла, Фейсбука, не знаю, правда, кого еще, но этих две основные есть. Есть олимпиады, которые они просто проводят. У Гугла это называется Google Code Jam. У Фейсбука Facebook Hacker Cup. И оно идет много этапов. Первый — это просто открытый, как регистрация, и там просто проверяют, что вообще знаешь, что такое программирование. Потом на следующем этапе задачки становятся чуть более сложными, потом еще один этап, где они средней сложности, и с этого этапа уже, если не ошибаюсь, выбирают на финальный он-сайт, где ты прилетаешь, ты уже сидишь у них в офисе, решаешь задачки, и там какие-то, правда, смешные призы, типа, за первое место ты получишь $10 000. Что, много школьнику, но вообще, грубо говоря, несерьезные деньги. Но что более важно, да, эти олимпиады мониторятся разными компаниями. Собакин. Мне написал рекрутер с вопросом, хочу ли я попасть на стажировку. Я в жизни не представлял, что я вообще выеду с Украины. У меня план был, это вот там какой-то ЕПАМ есть, там поработаю, $3000, сниму квартиру, все, жизнь удалась. Никакого обмена студентами не было, никаких конференций международных не было. То есть мы в какой-то изоляции, в какой-то мере у нее была стагнация. То есть то, что мы учили, было 20-летней давности. Оно было абсолютно неинтересно, преподаватели там появлялись, грубо говоря, пьяными на лекции, и можно было не ходить, ничего не делать, и все равно выпуститься, как, собственно, мне и удалось. Да, поэтому это олимпиада. Я просто, долго не мог поверить, что я могу вообще перебраться оттуда, но... и там еще был забавный момент, мне написал рекрутер и сказал, ты вот неплохо выступил, если хочешь на собеседование и на стажировку, то порешай вот эти задачи. И скинул мне ссылку на их страничку с задачами. И мы с соседом немножко передраматизировали и попытались решить все задачи. И мы решили там из 13 и 11 или около того. Причем последние уже были такие нормально мозгодробильные.
А оказалось, Антон просто хотел посмотреть, как мы вообще, типа, можем ли мы кнопки нажимать или кто-то за нас сделал. То есть могли просто решить 2 и расслабиться. После этого было собеседование по телефону. И я его прошел хорошо, отчасти потому, что задачу, которую мне задали, я уже знал, как решать. То есть как совет будущим студентам, школьникам. Все технические интервью, которые сейчас проходят, это, по сути, олимпиадная задача. Причем олимпиадная задача где-то на уровне областной уже сложнее, чем интервью. Поэтому, если вы можете нормально выступать на областном уровне, то интервью это проходится с закрытыми глазами. Ну вот, после этого меня пригласили сюда. Мне в оффере предложили вроде $5800 в месяц зарплату, плюс $1000 на квартиру, или они мне сами ее платят. Я выбрал деньги. И для сравнения, в то время я работал в Япаме, и моя зарплата была 1300. То есть 6400, ну не в 7, в 5. Да, в 5 раз больше мне предложили. Там я такой, да, забирайте меня с руками, готов на все. Буду хоть вашим другом. Так, ребят, у нас 1 часов 12 минут, у нас еще 5 минут до Пизму-Бич. Нас ждут там ребята, только что созвонились, сказали, что нам надо будет сейчас отцеплять наш трейлер, прицеплять его к какому-то из траков, которые есть у ребят, потому что наша машина, возможно, не потянет. Хотя я думаю, что должна потянуть. Не знаю сейчас, что мы в итоге будем делать и чего не будем, но мне хочется попробовать все-таки проехать на пилоте. Вот мы подъезжаем к КПП, здесь уже вот выездный песок. Нас тут должны ждать ребята на машине по песку. Рыхлый песок. Чего же они такие сумасшедшие? Да. Ну тогда травите колеса. Руслан, а ты, как бы давал на ней где-нибудь на бездорожье? Там? Ну вообще, как бы я же из Уфы, там бездорожье везде. Да. А, вот еще какая-то кнопочка есть. Оффроуд нажимается. Фиксировочный крюк есть? Ну, должен быть где-то там, наверное, Он, сзади. скорее всего, понадобится. Да? Он бампер должен включить. Сейчас. Это будет интересно. Ты же хотел контент. Готовы, ребята? Ну, я вроде все включил, да. Все 4x4, оно показывает тебе, да? Ну, я все вроде, там оффроуд написано, Ну короче. все, едем. Все, спускаешься и поехал. Давай. Не стесняйся. Так, средний. Ну, отлично, едем. Едем. Все, левее за машинкой. А это наши, да? Нет, не наши, но они наши стороны. О, нихера здесь полицай. Вот даже. ближе к воде держись, там плотнее песок. Короче, это типа, не National парк, а Пизма-Бич такой. Сейчас вот шли процессы, мы там голосовали. Собственно говоря, его хотят закрыть из-за того, что высокая степень травматизма. Здесь все гоняют, там вертушки летают постоянно. Эвакуируют многих, вот. Поэтому, как бы, нужно, так, знаешь, чувствовать меру, более безопасно так кататься. То есть здесь какое-то место, где людям сказали, типа, делать, что хотите в песке, короче, так вы собственно говоря, да, место свободы такое, где можно погонять. Тут просто очень красивое место, пустыня соединяется с океаном. Вот. Дюны, как бы, я не знаю, в Калифорнии таких мест там, наверное, второе. Есть еще там на севере, но туда далеко. Собственно говоря, тут, когда вот было голосование в интернете, чтобы это место оставить, люди сбросились там за сутки, что-то собрали там $1,5 миллиона или что-то такое. И сейчас адвокат на постоянке работает на зарплате. И как бы эти места, отбивает грубо это место от government, чтобы его оставили, не закрыли. Так, это река, тихонечко здесь. Притормози. Вот смотри. Тише. Это ее почти нет. Это ближе держись. Правее. Добрались. Слушай, офигенно. Прямо едь. Ближе. Все.
дома. Ребят, я не знаю, что там Расул писал, но я пока ехал, чуть не обосрался. То есть, ну там с левой стороны, короче, жесткий песок, где можно было закопаться, а с правой стороны, типа океана, надо ехать ровно посередине. Это было страшно, короче. Но мы добрались, и мне кажется, это мы сделали не зря, потому что выглядит так все здесь очень антуражненько, да? Пойдем посмотрим. Просто золотое место. Ага. Как бы объективно Facebook и Google это лучшие компании для программистов, которые могут быть. Да? То есть, ну, по крайней мере, для начинающих, там, где тех уже вырос, там уже могут быть какие-то нюансы с политикой и так далее, но до уровня надо еще добраться, где это реально имеет значение. А на базовых тебе дают саму выбирать задачи, ты работаешь, когда тебе удобно, тебе нет никаких ограничений на оборудование, то есть интернет не порезанный, машины современные, проекты интересные и так далее, далее. Твори не хочу. Единственная проблема была с Фейсбуком, что я не использовал продукт. То есть мне от Фейсбука надо объективно только messenger.com, просто сообщения, и поэтому то, над чем я работал, мне было безразлично. И это било сильно по мотивации, потому что денег мне всегда хватало, и тогда появляется вопрос, типа, зачем ты это делаешь, интересно для тебя. Но Ну, то есть правильно понимаю то, что здесь люди чаще работают не потому, что им деньги нужны, а потому, что им что-то прикольно создавать. Да. Именно на, как бы, ну, на каких-то там, ну, свои какие-то ценности реализовывать, какие-то цели свои как-то вот вместе. Ну, то есть с интересом работать. Да и нет, потому что я как бы сильно забегу вперед и скажу, что моя зарплата в этом году будет $254 тысячи. Ага. Поэтому я работаю за деньги. Ну, это тупо охуенно. Причем, ну то есть, особенно как человек, который приехал с Украины, у меня у мамы пенсия $100, до этого была такая же зарплата инженером. Я сейчас получаю всего лишь в 20 раз больше. Но это несравнимо. Ну, поэтому есть типа идейные люди, которым, да, это интересно, но многие просто очень хорошо делают свою работу и просто покупают дома, отправляют детей в лучшие универы и так далее, и вполне себе живут как-то middle классом или upper middle классом. А что было в Фейсбуке? Почему ты ушел? Потому что я не умел сам себя менеджить, и я попал в команду игр. И хотя я в игры люблю играть, и они мне нравятся, к сожалению, попал в команду браузерных игр. Candy Crush, Farmville и вот это вот все прочее говнецо, которое неинтересное, которое повторяющееся, и которое сделано просто, чтобы выжимать с людей деньги. И мне очень нравилось, собственно, вот как раз мое какое-то мировоззрение и испортило мне жизнь, потому что я не мог делать. Ну, то есть все-таки получается не важно, сколько, ну, то, что тебе платят, все равно важно, ну, типа, что ты делаешь, так? Ну... У тебя же нормально платили? Типа, depends. Мне было более важно. Ну и сейчас, в принципе, важно. Но кому-то важно меньше. Это как бы все, это просто аж как слайдер такой. Как, ну да, просто у нас, смотри, подписчики тоже, да, вот, ну, например, некоторые есть предприниматели, они думают, типа, ага, типа там, классно там Гуглу говоришь, что у них такие умные люди работают. Конечно, им там легко там такие задачи решать, которые они решают. Я к тому, что просто, ну, часто у нас есть такой спор, ну, типа там, как нанять лучших людей, потому что лучшие люди, они уже, ну, не так пойдут куда-то, где там больше заплатят, как мне кажется, как туда, где помимо там, ну, достойного дохода будет интересная задача, крутая команда и, соответственно, ну, многие другие факторы, а не только деньги, потому что я вижу, что здесь люди отказываются, может быть, от больших денег где-то, да, там, в пользу того, чтобы, ну, работать и решать интересные задачи с интересными людьми. Правда, потому что мне пишет какой-то чувак с какой-то там Stock Exchange брокерный, ну, короче, с финансового рынка. Ага. Пытается меня заманить себе в компанию, я просто не отвечаю на письма уже долго. Мне это неинтересно. Никогда не хотел заниматься финансами. Мне кажется, ты там продаешь душу за деньги,
И хотя я там буду получать больше, но опять-таки просто я не сильно репрезентативный пример, потому что я работаю из дома 4 дня из 5. Это бред. Это нету, я не думаю, что есть... Я думаю, что в Гугле во всей компании 100 тысяч человек есть человек 10, у которых такие условия. Я выторговал прошлого менеджера, и сейчас, я просто живу в Сан-Франциско, а моя работа в Mountain View. Коммют занимает 1 час в одну сторону. И если я езжу на шаттле на автобус, у корпорации есть автобус, который тебя возит. Но если я пользуюсь этим автобусом, то я приезжаю выжатый на работу и потом также возвращаюсь домой. И мотивации 0. А если дома, я одеваю пижамку, у меня огромный монитор, и, в принципе, жить можно. Но это как штука, за которую даже не хочу команду в Гугле менять, потому что она может отвалиться. Вот. То есть у меня, не знаю... А почему тебе такие возможности дали? Что ты такого делал, что тебе дали такую возможность? Я без понятия. Честно, мой ответ это без... точнее как, это исторически сложилось. Просто у меня менеджер начал работать удаленно много. И тогда наша команда начала много удаленно работать. И это было частью перехода в новую команду. Я не скажу, что это очень легко, потому что часто сложно себя мотивировать, и успешность дня начинается от того, что включилось первым, типа работа или YouTube, или игра какая-то. Тем не менее, у меня одна суперспособность есть. Если что-то надо сделать, как какой-то прототип написать или какую-то функцию, какую-то новую фичу, то я это сделаю за 2 дня или день. Иногда это получается за день. И то есть вот на такие реквесты отвечаю моментально, и поэтому на мне нету висящих urgent задач срочных. Срочно, в принципе, все выполняю. Вот долгосрочные и неважные, точнее, важные и долгосрочные, с ними проблема. Потому что тут уже надо планировать свое время, расписывать и так далее. И очень легко выбиться из режима работы. Что для тебя Dota? Как героин, только хуже. Как героин, только хуже? Да. Ну расскажи про свои отношения с этой игрой. Меня уже отпускает, но в целом это раньше было как способ социализации, и убить время, и потренироваться. И это просто типа игра, которая не очень далека от совершенства была. Поэтому у меня в ней где-то 6000 часов есть. Это сколько лет ты посчитал? Нет, но не хочу. То есть ты уже если в году где-то 1500 рабочих часов, то да, 4 рабочих года я в нее отыграл. Это не считая того, сколько я ее смотрел, о ней думал, о ней читал. Можно, не думаю, что можно прям удвоить, но раза в 1,5 можно умножить легко. Дота это же как шахматы. Или нет? Да и нет. Типа, там есть элементы шахмат, но в то же время там очень много завязано на реакциях. Так как небольшой офф-топик, но хотел поспрашивать меня про AI. И есть OpenAI, компания Элона Маска, которая занимается разработкой бота по доте. В общем, он недавно играл с чемпионами мира по доте и то ли выиграл все, то ли выиграл половину, но точно не был разгромлен. Я не помню конкретные числа, можете посмотреть. Типа OpenAI 5 versus OG. Но идея в том, что в шахматах у тебя за всю игру делается 30 ходов. И ты каждый ход обдумываешь по пару минут. А в доте у тебя решения принимаются каждую секунду. То есть ты делаешь микродвижениями своим персонажем, и решения надо принять много-много-много. И поэтому для AI это была очень инородная задача. Они не привыкли такое делать. А ты сейчас над чем работаешь в Google? Сейчас у меня, грубо говоря, 2 проекта. Один мой, один, который я делаю для менеджера. Для менеджера мы делаем... Мы распознаем жест, когда ты пытаешься телефоном разблокировать. Когда пытаешься разблокировать телефон поднятием. То есть, грубо говоря, он разблокируется в конечном счете из-за того, что включится твоя камера, он посмотрит на твое лицо. Но ты не можешь держать камеру включенной все время, что он тебе разрядится за 5 минут. Поэтому то, что ты хочешь сделать, это используя сенсоры, которые уже есть и бесплатные, предсказать, когда ты пытаешься разблокировать, включить камеру тогда, и тогда на тебя посмотреть. И вот мы с помощью гироскопа пытаемся понять твои жесты.
что, ребята, сегодня мы проснулись с таким вот сивью. На улице немножко прохладненько, я еще не выходил, Расул говорит. Вот, настроение, конечно, у нас такое немножко подавленное, потому что вчера 5 часов вечером за рулем ехали и поздно спать легли. Но прямо сейчас будем вставать и смотреть. Тут, говорят, есть вот прям как раз вот такое место, где соединяется пустыня и океан. И в этом месте, где пустыня и океан, здесь ребята приезжают для того, чтобы кататься на разных багах, квадроциклах, мотоциклах, внедорожниках. Вот. И сегодня, если нам повезет, мы тоже немножко покатаемся. Так что посмотрим, что у нас получится. Про психоделики. Попробовать должен каждый. Ура, ура. Ну или не каждый, но хотя бы когда вы съехали от родителей, можете пробовать. До этого нельзя. Это второй бонус, когда у вас есть зарплата, вы можете себя прокормить. И как маленькое побочное условие, у вас не должно быть шизофрении, биполярного и прочих неприятных слов и диагнозов. Потому что они могут раскрыться полнее. И большой полярный лист придет раньше, чем ожидалось. В целом, их эффект – это вы выбиваетесь с привычного ритма жизни и можете посмотреть со стороны, какую херню вы делаете каждый день и каждую минуту. Очень наглядно. Кто-то может понять, что ничего не контролирует, или сильно грубит, или не любит себя, или слишком любит себя, или не знает, куда он идет, понаходить причины своих действий, понять, насколько время ценное, понять, насколько он один с природой. Полный зоопарк идей. Как бы много разных. Есть правила, как их применять и кушать безопасно. Если вкратце, вам надо... Если вкратце, то вам надо ваша квартира, в которой никого нету, чтобы вас никто не тревожил. Вам надо один трезвый человек, который будет ситером, хорошая приятная музыка и хорошее настроение. И вперед, можете есть грибы, ЛСД, мескалин, все, что вам нравится. Только купите, наверное, Теслу, чтобы проверить, что это то, что вы покупаете, а не какая-то подделка. В долине много людей, в принципе, их пробовало, не знаю, сколько много регулярно ест. В Гугле почему-то публика оказалась более консервативной. То есть я почти не встречал людей, у которых был такой экспириенс, к счастью или к сожалению. Но в стартапах поменьше это может быть чуть ли не как темой для корпоративного офсайта. Набраться веществ и пойти в какой-нибудь лес, сближаться. Корпоратив. Да. А что ты думаешь вот про основателя Гугла? Он же один из спонсоров Burning Man. Не, он не спонсор. Я не думаю, что он спонсор. Да? Burning Man не нужен спонсор, он так стоит до хера. То есть, типа, билет $500. Умножь на 70 тысяч, у них, типа, получается $3,5 миллиона. Ну, он же много там время проводил и проводит, я думаю. Я думаю, сам Google там тоже взял часть культуры из Burning Man. Ну да, но я пальцем не ткну конкретно в какую. Я не думаю, что он часто туда приезжает, там, с этим сложно. Ну, сложно в плане, пару раз он там был. Я к тому, что все равно, ты как считаешь, вот эти люди там, Маски, все вот эти, такие вот масштабные деятели, там, тот же Стив Джобс и так далее, насколько у них такой был опыт вообще, про то, что ты рассказывал? Да, думаю, что ты думаешь? был. То есть, это просто опыт, он... не знаю, моя фаза этих экспериментов немножко позади, мне это сейчас устаканилось, я за этим всем не особо охочусь или ищу. Поэтому, я не знаю, я раньше рассказывал бы это все с большим пэшеном и с более горящими глазами. В целом, как бы это сформулировать? Типа, экспириенс незаменимый, экспириенс полезный, открывает глаза, позволяет обдумать свое место в жизни, позволяет задавать важные вопросы, кто, зачем и как. Как просто пример из прикладного, это обычно мы не думаем даже о том, как прошел этот день, или о том, как пройдет будущее. Если какое-то пришло вдохновение или какой-нибудь стресс, то можем сесть и задуматься, даже сделать планы на следующий день или на неделю. Но
чтобы сесть и думать, как прошли последние 10 лет, куда делся я, который был в детстве, понимаю ли я, что у меня одна жизнь, ну это надо совсем уже как-то на гору подняться, я не знаю. Но психоделики позволяют подняться на гору у себя в диване. Там просто как шорткат. Я не знаю, насколько они дают совсем незаменимые какие-то инсайты и мысли, которые нельзя получить медитациями или вот опять-таки, там, не знаю, альпинизмом или чем-то подобным. Но они точно делают это более форсированно и более доступно. То есть тренироваться в горы идти не надо, достаточно раздобыть марку и положить под язык. Ребят, мы только встали, проснулись, уже сделали йогу, помедитировали. Я оцепил уже машину, вышел, смотрите, ее уже нету здесь. Я, честно говоря, боялся, что я вообще с места не смогу тронуться. Но нет, получилось. Пилот меня приятно удивляет, продолжает. Вот. И наша задача позавтракать где-то сегодня. Мы съездим сейчас на машине, потому что вот в этом месте кушать себе готовить вообще не хочется. У нас нету ни электричества, у нас нету воды, как бы, да. Поэтому мы сейчас поедем где-нибудь позавтракаем. И потом вместе с вами немножко вот посмотрим, что здесь и как. Я сейчас поговорил с Пашей, мы, наверное, возьмем что-то похожее вон на ну, короче, такой двухместный с Расулом такую машинку возьмем с такими колесами для песка и погоняем здесь сегодня с ребятами, их тут много. Они нам покажут, расскажут, что это, как вообще происходит. Вот, так что у нас планы такие, поэтому не переключайтесь. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, за лучший комментарий дарим книгу. И еще, есть люди, которые не знают, чем мы тут занимаемся. Наша задача в Кремниевой долине делать образовательные программы для русскоговорящих ребят. Поэтому, если вы еще про них не слышали, смотрите под видео, есть ссылочка, скачивайте обязательно себе коммерческое предложение и приезжайте к нам, познакомимся. Что, давайте протестим немножко пилота, посмотрим, на что он способен. Вместе с нами. Я никогда на нем в песке не ездил, сейчас вместе попробуем. То есть реально же получается, ну обычно нету мест таких, где можно было бы там вот прям пошалить. В Америке особенно здесь у каждой дороги есть заборчик, да, то есть и ты просто не можешь туда выйти. Я не знаю, для зверей они поставлены, чтобы они не выходили на дорогу, либо для людей, не разобрался еще, но везде есть какой-то забор. Здесь заборов нет. Смотрите, ты можешь ехать куда хочешь. Вокруг тебя вон там мотоциклисты едут, какие-то там чуваки на квадроциклах. В принципе, я вот думаю, надо ли мне вообще на прокат что-то брать дополнительно или ограничиться пилотом вообще. Смотрите, ребята, он довольно неплохо себя чувствует на такой дороге. Охереть вообще просто, ребят. Я, конечно, думаю, что, ну, как-то так это все должно было быть, но вот прям конкретно так не представлял. Это круто. Да, ты можешь ехать куда хочешь. Опа. Ну, давай, пилотик, посмотрим, на что ты способен. Смотрите, ребят, там уже даже тоже стоят кемперы подальше от океана. Мне он все-таки ближе к океану больше нравится. Ой-ой-ой-ой. Слушай, они вообще недооценили мой пилот, когда вчера смотрели на него и сказали, что нам нужно будет его цеплять от трейлера. Он справился с поставленной задачей. Я думаю, поехать нам вдоль берега. Необычное такое впечатление внутри. Ты за рулем вроде, но что-то вокруг происходит, что-то не так идет. Какой-то песок. Океан, ребят, океан. Справа пустыня. Это такой пейзаж для Руслана из Башкортостана очень необычно выглядит. Я прям кайфую. Мы нашли кофейню, сейчас посмотрим, есть ли в этой кофейне какой-то завтрак. Потому что непонятно. Каких-то сетевых тут больших, как бы, ну, понятных кофеин или там ресторанов, или там каких-то там супермаркетов нету, типа Whole Foods. Потому что место такое захудалое, можно сказать, да. Но поэтому будем сейчас, короче, искать здесь что-то местное. Кофейня называется Red Bee. На логотипе пчелка есть.
Расскажи про вот эту статью и поделись своим мнением, ну, как в чем будущее искусственного интеллекта и, ну, что нас всех ждет, когда это случится. Расскажи прям статью с самого начала, просто Ладно. ребята, которые смотрят, не все слышали, знают, и я вас рекомендую тоже сейчас внимательно послушать и написать комментарий, уточняющие вопросы, мы с Вовой еще обязательно поговорим, спросим у него вопросы. Сначала вас отправлю на первый источник. Статья называется «Искусственный интеллект», и блог называется «Wait, but why?» Подожди, но почему? Он есть переведенный в русскоязычном интернете. Опять-таки поищите, он написан интересно, классно, с картинками, не оторветесь. О чем там конкретно рассказывают? О типах искусственного интеллекта. И, грубо говоря, автор выделил 3. Первый называется специализированный. Это то, чем занимаюсь я. Специализированный интеллект решает сложные задачи, но какие-то одни конкретные. То есть, например, можно тренировать алгоритм по шахматам, но если скажешь ему, это кошка или собака, он это ферзь, ходи ферзем, ответит тебе. Есть. И в целом они натренированы, но они натренированы на какую-то очень конкретную задачу. Таких много, мы их развиваем, это грозит тем, что мы все автоматизируем. Как бы тут есть просто более краткосрочные сценарии антиутопии. Это когда, например, у нас будут алгоритмы распознавания лиц, и они будут на всех камерах, и всех государство будет смотреть и знать, где каждый человек находится, и будет шпионить за всеми нами. Это вот Китай и наша ближайшая реальность. Из такого грустного сразу. Другой вариант, например, что мы просто автоматизируем кучу работ, где роботы с руками будут все передавать, все делать, и куча людей становятся безработными. Третий пример, это из интересного, кстати. Рассказывала сотрудница, что когда делают операцию на сердце, сердце надо останавливать. Потому что иначе оно бьется, и ты уже скальпелем его порежешь на части. Но можно сделать механический скальпель в виде робота, который будет подстраиваться под движение сердца сам. То есть он будет знать, когда сердце бьется вверх-вниз, и, грубо говоря, предсказывать эти движения и адаптироваться по них за секунду до их происшествия. И блокировка сейчас находится в компьютерном зрении, и когда оно станет чуть-чуть лучше, то вот можно будет проводить операции над сердцем открытые, без остановки сердца. Когда компьютер будет прокси, то есть доктор говорит, что делать, а компьютер сам делает самые базовые операции, сами надрезы, сшивы и так далее. Это из позитивного. Но это все специализированный интернет AI, мы занимаемся таким, он же играет в Dota, он же играет в StarCraft, он же пытается водить машины, все в таком духе. Второй тип называется общий интеллект. Общий тот, который обладаем мы, или собачки, или червяки, или все живые существа. Нас ничему не учили, мы этому всему научились сами. И идея в том, что тебе дают любую информацию, и ты учишься с ней работать. И это от нас очень далеко. 10 лет, 20 лет, 50 лет никто не знает. Как это сделать, никто не знает. Все пытаются найти. Тот, кто это сделает, будет новым Теслой. Типа будет там Тесла, Эйнштейн и чувак, который сделал эту модель. Потому что тут мы сделаем обучающийся интеллект. И вначале он будет очень глупый. Он будет интеллектом примерно с червяка или, не знаю, бактерию, в узоре туфельку какую-нибудь. Но как только мы пойдем принцип, мы сможем его усилять и усилять и усилять. И будет какой-то момент, когда он станет достаточно умным, чтобы сделать себя умнее. То есть мы ему поручим задачу поумней. Например, ты вот этому интеллекту, в общем, поставишь задачу, я не знаю, реши всю математику, какую-нибудь абстрактную, или там отправь нас на Марс. И он поймет, что для того, чтобы ему это сделать, ему не хватает мозгов, и надо сначала получить больше мозгов. И начнет думать над этим. Если у него получится, то он стал чуть умнее и может себе эту задачу поставить еще раз. Он стал умнее, может себе эту задачу поставить еще раз. И так просто в бесконечном цикле он может становиться умнее, умнее, умнее. И он может в крайне короткие сроки, то есть, знаешь, за полчаса стать из чуть-чуть умного до бесконечно умного. А у нас есть такая проблема, что мы не понимаем людей умнее нас. И это всего лишь люди. То есть
если мы нарисуем как такой спектр интеллекта, и вот чем выше, тем ты умнее, и здесь, например, муравьи, и люди, например, здесь, то как бы AI может быть вот здесь. То есть если мы здесь муравьи, он может быть очень-очень далеко. Он может быть здесь чуть-чуть выше, может быть сильно выше, а может быть вообще где-то в небесах. И для нас это будет выглядеть одинаково. Но то, что произойдет, прогноза два. Мы либо все умрем, либо будем жить в раю. Конец. То есть ему не будет проблемно сделать какой-нибудь новый вирус, который убьет всех людей. Или травить всю воду, или терминаторов построить, если он типа фильмы любит. Это все будет для него абсолютно тривиальная задача. Как пример, почему? То есть, грубо говоря, он сможет, например, для вируса узнать и вычитать все исследования, которые были вообще сделаны всеми людьми. Включая не только биологов, а еще физиков, химиков и так далее. Он получит бесконечный ресурс, он получит бесконечное управление. У него нет времени, ему не надо спать, ему нет эмоций, ему не скучно, он просто как машина делает. Поэтому он сделает все что угодно, типа будет Богом. Если будет добрый Бог, то мы выживем. Если будет злой Бог, человечество на этом закончится. Ребята, оказывается, с Украины, которые как раз вот дружат с нашим товарищем Пашей. С Полтавской области, с Полтавы даже. У меня мама с Полтавы. Бабушка, сестра там, двоюродная сестра, тетя. И тут на Пизме-Бич познакомились с ребятами с Полтавы. Прикольно. Я там все детство провел. Two-seat fun. Hours on two-seat fun for me, please. The Can-Am one? Yeah. 36. Касса прям находится в фургоне, и в фургоне же прям находится целый класс, который обучает видеоурокам, как правильно управлять квадроциклами и разными другими транспортными средствами здесь на песке, перед тем, как взять их в аренду, то есть идет обучение. Это правильно, я считаю. Вот, сидим, смотрим видео, учимся. Вы с нами немножко прокатитесь сейчас на этом баге. Ну, я не планирую здесь как бы сильно особо убиваться, так что страха какого-то нет, интерес есть. Окей, thank you. Так вот Расул поехал кататься, уже перевернул бак, короче. Вот как вот так вот, а, ребят? Нормально, нет вообще? Я вот теперь снимаю, а он контент пилит. Нормально так, нет вообще? Поехали! Ребята, вот ради таких моментов стоит жить. Смотрите, где мы стоим. Смотрите, песок, океан, и вот здесь такая дымка. Влажный воздух, просто невероятно красиво. И за рулем вот этой штуки, я не знаю, сколько здесь лошадей, но едет она нормально, короче.
Расскажи про Google. Расскажи, как ты туда попал, как тебя наняли, где тебя нашли. Расскажи, как ты собеседование там проходил. Расскажи, как тебе культура Гугла вообще, как тебе вот, ну, работать внутри. Что тебе там нравится, что тебя бесит там. Нашли меня через Facebook, в принципе, когда у вас появляется строчка. Либо это как послание студентам: попадите на стажировку. Если вы попали на стажировку, и у вас в резюме есть какая-то из крупных компаний, то с вами разговор уже совсем другой. То есть это уже... И это перекрывает университет, и оценки с университета, и... Ну, короче, то есть стажировка на Фейсбуке, это очень-очень много дает очков. У меня, собственно, нашел рекрутер и пригласил на стажировку, на работу. А где он тебя нашел? Где твое резюме было? Я не знаю, в LinkedIn или хер его знает. Написал его на почту. Понял. И я прошел собеседование, и потом надо было выбирать. Ну, собеседование не техническое, то есть это вот олимпиадные сдачки, которые областного уровня. После этого надо было выбирать команду. С командой я много крутил пятаком, поэтому команду меня не подобрали. И сказали: иди, мальчик, гуляй. Но я и пошел гулять. И гулял так год, к монахам съездил, просто в Украине был и так далее. И потом через год мне уже нашли команду вот в этом департаменте R&D, которым я, в принципе, до сих пор. Точнее как, я начал с департамента Google Glasses, очки назывался, проект Aura. А потом я перешел в RMI, Research and Machine Intelligence, и вот да, здесь уже 3 года почти. Нравится в Гугле почти все. Ну, то есть... Ну, перечисли просто, вот, ну, люди не все понимают, что все. Я сам себе ставлю задачи. Я работаю, когда я считаю, что хочу работать. Мне у меня безлимитные ресурсы, если мне не понадобятся. То есть я могу получить доступ к дата-центрам или к какой-то видеокарте мощной, или компьютеру, и все эти нюансы. Меня не микроменеджат. То есть работа менеджера — это помочь мне продвинуться по карьере, а не заставить меня сделать проект. То есть в мои задачи входит сам распределять приоритеты, искать заказчиков, писать продукт, тестировать его, рисовать, развивать, писать документацию и так далее. Это, в частности, то, почему мне столько платят. Потому что то, что делают по-хорошему куча специализированных людей, висит на мне. И я не могу сказать, что типа я фронтенд-программист, отстаньте от меня. Я как бы пишу все. И верстаю, и пишу фронт-энд, и серверную часть, и базы данных, и работаю с ними, и создаю эксперименты, забираю данные. Все подряд. Есть части, в которые я не лезу, но если сильно приспичит, я смогу освоить и их. И вот моя как бы основная часть работы — это бесконечная учеба и изучение всех технологий. Одной из особенностей Google является то, что у нас внутри компании все самописное. Ну, почти все. То есть у нас своя система сборки, у нас свои фреймворки для языков, у нас свои среды разработки, у нас свой трекер задач, у нас все внутри написано свое, поэтому как бы опыт в других компаниях он полезен, но не является, но не нанимает человека, который, например, знает, не знаю, Eclipse и, или, например, PostgreSQL. Такого требования нету, потому что человек, придя, все равно будет учить эти технологии заново. Не нравится мне то, что Google все время кто-то судит, и из-за этого у нас закручиваются гайки в плане доступности данных. То есть с каждым годом, который я работаю, с данными работать сложнее и сложнее. Что, с другой стороны, должно радовать вас как пользователей, потому что собирать данные — это огромный геморрой. Надо писать документацию, как эти данные будут использоваться, хранить их зашифрованно, обновлять их каждую неделю и так далее, далее. И поэтому это очень сильно тормозит разработку. Смотри, в большинстве организаций как бы есть уровни, да, компетенций, там, их там в каких-то там компаниях есть 7, каких-то 11, в Гугле, по-моему, 11, да? Вот. И, соответственно, когда ты приходишь, тебя принимают на определенный уровень компетенции, исходя из твоих текущих, ну, там, навыков, да, там, и знаний. Вот. И потом ты внутри обычно, ну, то есть растешь по этим уровням, да, то есть это как грейды, звания, можно сравнить, если армия, да, там. Вот. И расскажи, вот, ну, очень интересные процессы в большинстве вот здесь этих компаний, ну, которые как раз помогают людям, ну, понять, на каком уровне они сейчас фактически уже, ну, показывают свой, как бы, ну,
результат, чтобы получать больше денег. Расскажи вот про этот процесс, как ты его понимаешь. Уровней технически до 11, правда, я не знаю, что такое первый уровень. Второй уровень – это интерн, это чувак, который студент пришел попробовать. Третий уровень – это человек, которого только что наняли. Четвертый уровень – это либо PhD имеет, либо что-то умеет просто в плане работы. Пятый уровень – это senior инженер, и большинство сотрудников на пятом уровне закончат свою карьеру. Начиная с шестого это все идет лидерство, и сложности, требования возрастают так вот геометрической прогрессии, такой экспоненциально. Но, грубо говоря, на пятом уровне, вот у меня как бы сейчас цель, я четвертый уровень хочу стать пятым, там, через год-полтора. На пятом уровне ты просто самостоятельная единица, и тебе можно дать задание, и через полгода его забрать. Все. Тебе не надо контролировать, не надо помогать, ты сам найдешь людей, ты сам найдешь, создашь нужные документы, ты сам его протестируешь, сам найдешь заказчиков, сам определишься с терминами, сам вот полностью ты закрытая разработка. И тебе можно доверять проекты средней сложности. И это типа уровень же, в принципе, техлида. Ты видишь, либо чего проекту не хватает, каких людей не хватает, идешь и ищешь помощь. Распределяешь задачи, менеджеришь свое время и так далее, далее, далее. И типа ты начинаешь владеть какой-то частью стека на проекте. То есть, например, ты полностью отвечаешь за тренировку модели, или ты полностью отвечаешь за инфраструктуру, но типа не, но инфраструктуру типа солидного размера. И когда появляется какая-то проблема, люди просто приходят к тебе, и ты их консультируешь в рамках своего проекта. Начиная дальше, ну, например, четвертый уровень – это ты освоил пару технологий уже, то есть, например, ты хорошо пишешь фронт-энд и умеешь тестировать, или умеешь с базами данных работать. И ты можешь брать на себя проекты среднего размера, и тебя особо трогать не надо. То есть тебе иногда надо помогать как-то там с гайденсом, но уже, короче, это просто, по сути, рост это уровень автономии повышается. То есть, если на третьем уровне тебя надо все менеджерить, на четвертом тебе надо менеджить раз иногда, на пятом тебя уже не надо, а на шестом выше ты начинаешь сам менеджить других. И разница в том, у тебя, начиная с шестого, есть две ветки. Есть как people manager и есть individual contributor. То есть, например, как people manager, это просто у тебя появляется команда. И ты с ней делаешь one-on-one, распределяешь, являешься, по сути, прослойкой между верхним руководством и своими подчиненными. Доносишь до них информацию, помогаешь им с карьерой и так далее. А как individual contributor, ты, например, становишься известным в мировой среде экспертом в данной области. То есть, например, ты эксперт в TensorFlow. Ты в этом не только внутри Google, но и в Facebook, и там в какой-нибудь LG, и в NVIDIA, и так далее. И ты ходишь на конференции, публикуешься и так далее. Или, например, ты начинаешь создавать направление для Google. То есть, ты, например, говоришь, вот нам, мы открыли недавно Stadia. Хотя Stadia это, наверное, больше как более высокого уровня решений, то есть сделать виртуальные платформы для игр. Но такого рода ты можешь помогать с ключевыми направлениями развития компании. Зарплаты начинают тоже быстро расти, начиная где-то 6-7, там у тебя уже может быть $500 000 в год или $1 000 000 в год. Из них кэшем будет 1250, остальное акциями, но как бы это особого значения не имеет. Как-то так, опять-таки, добраться до 5-го уровня и получать свою зарплату типа 1300-350 относительно, не скажу, что легко, но прямолинейно. Если ты просто делаешь свою работу, затыкаешь свои дыры. Если ты общаешься с командой, больше общаешься с командой. Если ты не тестируешь код, больше тестируй код. Если ты не проявляешь инициативу, больше проявляй инициативу такого рода. Добраться дальше, это уже требует реального пахания и каких-то там небольших талантов. Ты бы где хотел притормозить? Я не знаю, я на самом деле, когда, сейчас об этом просто не думаю, но пару месяцев назад думал, что я бы хотел добраться до 5-го уровня, когда я верю, что я сам могу вести проект. То есть я верю, что если я уйду с компании, я не буду сидеть целый день играть в игры. У меня есть навыки и дисциплина, это все. И потом уйти делать свои какие-то идеи. Ну, слушай, мне понравилось, но в целом я понял, что я точно не фанат таких вот видов спорта. То есть прям вот теперь таким заядлым там сюда приезжать, кататься как бы точно нет.
Вот, ну, как бы прикольно, но не так, что прям пипец. Ну, то есть я научил себя получать дофамин от других вещей. От просто там прогулки вдоль океана, видов классных там и так далее. Кто-то вот любит экстрим, как бы. Вот это мне после падения на лыжах уже не так интересно. Но в целом прикольно. Разнообразие такое. Круто, что есть такая возможность. Взял, приехал, потусил, уехал, как бы и все. То есть инфраструктура развита очень. Нам нормально доступна. Вот такая машина, как мы брали, нам обошлась за 2 часа 360 с чем-то там долларов. И 1500 депозит у нас был страховой, что если мы что-то не так с ней сделаем, то будет, ну, как бы какие-то там штрафы там и так далее, и вычисления из этой суммы. Они нам вернут, сказали сейчас в течение 3 дней. Вот, мы его, конечно, перевернули, и должны были нам штраф сделать, но мы не сказали, что мы его перевернули. Вот, они там посмотрели видео, и вроде как все хорошо, никаких повреждений не было, поэтому вроде как штрафов как бы, ну, нам как бы, ну, не должны дать, поэтому я понял, что я сюда приеду точно еще, чтобы просто в трейлере пожить. Мне очень понравилась здесь инфраструктура, да, то есть тоже здесь есть много такого свободного места, где погулять и так далее. Но насчет того, чтобы кататься опять на этих штуках, короче, ну, я не уверен. Но в целом прикольно. Такой вид вообще Калифорния, вот, ну, то есть она чем прикольна, то что ты можешь там и на квадрике, и здесь можно вон там и на каких-то там джет-ски, там сюда привезти для водных видов спорта, сюда же с доской, пожалуйста, приехал посерфить, здесь очень крутая сегодня волна. Вот, в целом досуг здесь в Калифорнии для того, чтобы получать этот дофамин и работать эффективнее, как бы его огромное количество. Я этому месту очень благодарен за это. Очень мне понравилось. Сегодня очень крутой день. Спасибо этому дню. Пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Ну-ка назад, давай попробуй чуть-чуть. Ну что, ребят, мы ехали, застряли, короче. А потом ехал, я специально торопился чуть быстрее, чтобы опять не застрять, не остановиться. Нас, сука, копы остановили. И вот сейчас у меня забрали права, взяли страховку, там все документы. Не знаю сейчас, что с нами будет. Это, короче, нехорошо. Он почему-то подумал, что я еще пьяный, и спросил, сколько я выпил. Я ему сказал, что я не пью с 2010 года. То они нас чекнули, что мы ехали 33 мили в час, когда можно было 15 ехать. Здесь можно на 10 миль превышать. Я превысил чуть больше. Вот, не знаю сейчас, что будет. Обычно прощают, посмотрим сейчас, что будет. I also wrote you for a county code section, so if you're convicted, no points are going to go on your license. Okay, it'll just be a fine pretty much. Okay. All right, so I need your signature right here. Signing is not an admission of guilt, it's just a promise to appear in court. Or take their food back. Okay. All right. Are your tires aired down at all? What? Yes. Yeah, they are? Yes, Okay. yes. Okay. The trick to not getting stuck isn't speed, it's momentum. So once you start going, keep going. But if you go faster, you're actually more likely to get in a bad situation and crash. Okay. Okay. So yeah, just keep going at a steady 15. Okay. You'll be all right as closer to the water, and you should be fine. You should have no problem with the beach today. Okay, sorry. Okay. Do you have any other questions or anything? No, thank Okay. you. All right. Thank you for the cooperation, guys. Ну, короче, нам штраф выписали, не знаю сколько. Сказали, в суд будет, и после суда будет штраф. Я обиделась. Сказала бы Алина, короче. Расскажи про Burning Man. Вот ты там был, ну, не раз. Я там был суммарно 6 раз подряд. В первый раз человек туда приезжает, это похоже на другую планету, потому что все в костюмах, все странно одеты, непонятно себя ведут, все какие-то супер добрые, делятся с тем, что у них есть. Это город, который строится в пустыне. В нем 70 тысяч человек, но уже будет 80. И, по сути, каждый приезжает хорошо провести время, помочь провести хорошо время другим людям. То есть там есть музыка, но музыка это просто как побочно. Нету работы, нету ипотеки, нету бытовухи, нету кредитов, которые надо выплачивать, нету проектов, которые надо решать. Есть жаркая пустыня и куча людей, которые приехали туда отдыхать.
Но это какой-то экстремально активный отдых. Burning Man не строится организатором, Burning Man строится участниками. То есть если у человека есть идея, чем он хочет поделиться, он просто едет и пытается этим поделиться. Кто-то делает уроки рисования, кто-то дает советы, как заполнять налоги, кто-то строит, например, в нашем кемпе чувак, который его спонсировал, он какой-то миллиардер с Малайзии, он заказал цирк де Солей. Они там выступали, эти акробаты просто в один день сделали представление. Кто-то какие-то уроки, воркшопы, абсолютно типа фантазия не ограничена ничем, кроме Уголовного кодекса. Наркотики там есть, но они... И люди их, очевидно, едят, но опять-таки это... Люди от этого с ума в целом не сходят. Это просто тоже как способ расслабиться и это описать нормально. И по того, чтобы съесть этих грибов, вы не будете видеть летающих там, черепашек или инопланетян или холодильников. Вы будете видеть то, что вы видите, просто чуть в другом цвете. Примерно как если бы сейчас вам было не там 30 лет или 40, а 10, и вы не знаете всех этих правил, всех этих условностей и так далее. В целом Burning Man может показать, как было бы общество, если бы все жили очень дружно. Потому что, еще раз, там нету карьеры, которую можно строить, и поэтому там нету прямой конкуренции. Все обычно беседы происходят с новыми людьми. И у многих людей есть просто две жизни. Есть жизнь в реальном мире и жизнь на Burning Man. И они не пересекаются. Там есть свои друзья, свои истории, свои группы. И там они могут быть намного открытия. Я помню, ты там делал растяжку для себя, когда ты говорил, там обнимался с людьми. Расскажи про это этот был опыт. как маленький эксперимент, да. Я поспорил с одной девчонкой, что я поцелую 100 человек на фестивале. Ага. Это было проблемно в том плане, что я до фестиваля за всю жизнь поцеловал человек 10. Поэтому эта цифра для меня была абсолютно нереальной. 100 человек, да? Да. И за первые 5 дней на фестивале я поцеловал 0. Но он идет типа с понедельника до воскресенья, ну плюс-минус там еще, может, пару дней, то есть до и после. Но суть в том, что во вторник мне стало в тот раз очень грустно, я решил вообще, может, подождать уже конца и как-то оправдаться, но я подумал, что если Burning Man никогда не закончится, это просто моя новая жизнь. Как мне сделать ее нормальной, что надо расслабиться, посмотреть по сторонам и представить, что время у меня не ограничено. Если время ограничено, то начинается паника. Если пропущу, я какое-то веселье не сделаю и так далее. Я сходил на один воркшоп, который назывался Deep Dating on Playa. И там чувак рассказывал, как знакомиться с людьми. Что у тебя нет времени на притворяшки, у тебя нет времени на то, чтобы корчить из себя непонятно кого, потому что ты не строишь отношения на будущее. Ты строишь историю прямо сейчас. Вот момент знакомства – это и есть то, ради чего знакомство делается. И из-за этого как бы фаза знакомства становится намного быстрее. То есть люди стараются быть более искренними. Ну вот, и там на этом воркшопе я пообнимался с людьми, там после каждого упражнения мы там как на прощание обнимались. Мне стало чуть легче, я подумал, возможно, мне не хватает обнимашек. Я начал делать оригами журавликов, таких маленьких. И потом ходил по пустыне, раздавал их людям. Вижу, кому-то весело, подошел, дал журавлика. Вижу, кому-то грустно, подошел, дал. Кто угодно цеплял внимание, давал. И детям, и всем подряд. И за это я получал обнимашку. Получал обнимашки, да. И в пятницу мне настолько от обнимашек стало легче, что я взял кусок картона и написал на нем, что меняю поцелуй на обнимашки. 1 поцелуй, 2 обнимашки. Повесил себе его на грудь. Ну, как вы, собственно, видели, табличка называется типа Hugs, Free Hugs. Вот в этой же тематике. Только я написал Kisses for Hugs. И пошел с ней гулять. И в первый день, в субботу, поцеловал человек 40. И это было очень стеснительно. Я каждый раз объяснял, зачем это делаю, что это как бы мой челлендж и так далее, далее. Но с каждым новым человеком мне становилось все легче и легче. И в воскресенье я решил для доказательства собирать подписи. Я собрал за день где-то 110 подписей, плюс-минус. И в конце даже перестал просто говорить. Просто подходил, улыбался и махал табличкой.
из-за того, что мне было хорошо, я был трезвый, кстати, весь на фестивале даже ничего не ел. И вроде я скурил один раз пару затяжек косяка, вроде, и может там что-то выпил грамм 50 за всю неделю. Может даже нет. Но суть в том, что да, из-за того, что я наобнимался, мне было очень хорошо. И у меня уже были ватные ноги такого от счастья, я ходил. И это делает людей очень привлекательными. Все хотят кусочек счастья, который у тебя есть. Знаешь, секрет привлекательности – просто быть счастливым. Что может быть проще? Но это был очень трансформативный год, потому что за одну неделю я прошел от состояния, когда не мог людям в глаза смотреть. Настолько я стеснялся и думал, что мне нечего сказать. До состояния, когда мне уже было лень общаться, чтобы получить свой поцелуй. Просто подходил, обнимался. Ну, вот, Какой самый страшный твой экспириенс во время этих поцелуев? Какой был такой вот из всех? Вспомни все эти 100 человек. Страшных не было. Был странный, когда я с геем целовался. С геем целовался? Да. В засос? Да. Расскажи это. Ну, я ходил с табличкой, я случайно забрел в субботу в район с геями. Ага. И так как мне надо было набрать 100 человек, этого я не помню, просто это было условно, что 100 девушек или 100 человек, я решил, что считаем людей. Ага. Поэтому отказывать, типа, было неуместно. Ага. И познакомился с каким-то чуваком с Австралии. И поцеловался с ним там на секунду. И мы пошли и начали общаться. Он рассказал, что он с Австралии, сказал, что у него день рождения. Порекомендовал мне сходить на массаж бороды там в каком-то месте, где тебе тоже там какими-то маслами мажут и массажируют бороду. И на прощание сказал, можно я тебя еще раз поцелую? Я подумал, ну, типа, хер с тобой, день рождения, грех отказывать, нормальный чувак. Я думал, это тоже будет на 3 секунды и свобода. А чувак ушел в такой, с головой, с засосом, с обнимашками такой, французский поцелуй. И как тебе? И мне никак. Это самое интересное было, что мне не было отвращения, мне было как это похер, и это передо мной был человек. То есть это не был парень, и типа это не была гомофобия, это был человек. И я не знаю, просто это типа больше было, наверное, вежливости, чем... Ну, короче, типа, я узнал, что я не гей. Это бонус. Но второй момент экспириенса забавный, что как бы я не встречал пока бородатых девушек. Я не знаю, каково им целовать меня. А теперь я знаю. Потому что чувак был, да, с усами, я не понимаю, знаешь, мои усы его щекотят, его усы меня. Да. Big fake hopping off the train. Picked up out the Uber, pretty little thing. Don't hear that bullshit when you popping rubber bands. You with it or you witnessed it, ain't never been a thing. Big fake hopping off the train. Picked up out the Uber, pretty little thing. Don't hear that bullshit when you popping rubber bands. You with it or you witnessed it, ain't never been a thing. Hey yo, knew better, do better. My hustle is my best friend, bitch better. Loose change, cold weather, blue sweater, cashmere, brown leather, straight line, crooked letter. With the wind say silence, I can't hear shit over these sirens. She ain't ballin', but she want a stipend. He ain't one of us, we can't let him in. Niggas talk shit like colonizers, until an uprising. Now it ain't no sympathizing with your blood clot. Kick rocks and get kicked on. Peep the gemstone, my bloodline don't like one time coincidence.